Очередное миленькое известие об очередном творческом достижении представителей спецконтингента долетело до реакции ТАО из солнечного Сан-Доната, где в эксклюзивно закрытом клубе строгого режима изолированы мужчины, ранее уже отбывавшие наказание в виде лишения свободы. Это та самая ИК-12, которая то потрясет публику перепевкой «Металлики», то потрясет коллег по пенитенциариям своим рекордом страны по объему производимого товара. А еще в здешнем ПТУ номер 242 на конкурсе профмастерства нашелся свой левша Эдуард, который по окончании срока обучения станет каменщиком-печником, но уже лепит буквально из глины и палок вот такое. Открываем вьюшку, начнем проверять печь камин. Открыли вьюшку, относим огонь в данный камин. Это сейчас мы проверяем камин. И что мы видим? А видим мы то, что оператор явно на конкурс профмастерства не проходит, ибо не видим мы ничего в самый интересный момент именно из-за него. Мною она сделана, изготовлена из глины и песка. Ранее я занимался всякими с глиной работал ранее, всякими поделками занимался, но это первый раз. Для того, чтобы своять это, Эдуард целый месяц был лепилой. Это если по-нашему, по-вольному. Там у них лепила это тот, кто в белом халате, но не повар и не лыжник-снайпер. За этот месяц Данила, мастер, свой цветок лепил, обжигал, красил, перекрашивал и очень хорошо усвоил слово «данный». Ну и все его производные. Подбрасываем еще данную печь камин. А если мы закроем движку, то она потухнет у нас, правильно? Правильно. То есть если закроем данную вьюшку, то есть можно ей регулировать, то есть тепло, и он может потухнуть потихоньку. Он не может, а он потух. Смотрите, потух. Очень удивительно. В общем, похоже, что замечательного мастера скоро выпустит ПТУ номер 242, но вряд ли скоро выпустит ИК-12. Сроки, знаете ли, сильно разные. Поэтому где он слепит свою первую печь на воле, Эдуард еще не в курсе. В данный момент я заканчивать буду в этом году ПТУ, закончу ПТУ на профессии каменщик. Но пока никаких планов не строю.